29 мая – это дата, которая изменила мою жизнь. Потому что 2 года назад в эту дату я последний раз видела своего мужа. С тех пор наши с Сергеем жизни не принадлежат ни нам, ни нашим детям. За все это время ни одно мое письмо не попало к нему и не вернулось мне от него. Так что пусть это и будет мое письмо тебе, родной Сергей. Ты всегда хотел большего, строил планы, занимался и музыкой, и рекламой, и реставрацией памятников архитектуры, и YouTube-блогом. Понимал и бизнес, и политику. И я знаю, как тебе, самому деятельному человеку, которого я знаю, тяжело дается ограничение действий, голоса и свободы. Но я знаю, что ты очень стойкий, и сейчас постоянно учишься новому, копишь энергию и сохраняешь боевой дух. Ведь твои силы, твоя харизма, твои таланты очень нужны и сейчас, и тем более в свободном будущем. Ты прекрасно понимал, на что идешь и кому противостоишь. Но ты всегда верил в силу и гордость белорусов. И оказался прав. Даже с таким уровнем репрессий белорусы препятствуют войне. Это право, которое все мы добыли в 2020-м и которое защищаем уже 2 года. Право зваться белорусами. Нацией, которая сама определяет, как ей жить. Которой просто нужно, чтобы никто не мешал строить свою свободную, мирную и независимую страну. Да, в моменты усталости и отчаяния может показаться, что в 2020-м мы были слишком наивны, что наших сил недостаточно, чтобы что-то изменить. Но вспомни, в самом начале войны белорусов считали полноценными агрессорами. И именно белорусы это изменили. А кто знает, что было бы, если бы мы не защищали свою позицию на весь мир все эти месяцы. Это показывает, что даже в таких условиях белорусы могут влиять на многое. И ты знаешь, что еще своими глазами увидишь, как отмирает все то, чему ты противостоял. Ты говорил быть жестче. И оглядываясь на эти 2 года, я точно могу сказать, что стало жестче, как и все мы. Бывает, вспоминаю сама себя раньше, ту, которая заботилась о наших детях, работала учителем, проходила курсы тестировщика. И понимаю, тогда и не нужна была жесткость. Мы закрывали глаза на смертные казни невиновных, не связывали то, какая у нас власть, с тем, как часто в стране повторяется кризис. Соглашались с тем, что цены только растут, а зарплаты тают. Ведь, как шутили бабушки, никогда особо хорошо не жили, нечего и не начинать. Если бы мы только знали, где окажемся, перестав закрывать глаза и начав принимать решения, которые стали перед нами. У этого есть огромная цена, которая и сделала всех нас жестче. Но именно благодаря тому, что ты выбрал не оставаться в стороне, мы увидели, как нас много. Ты потребовал уважения к себе и всем нам, белорусам, и твердо продолжаешь стоять на своем. А я все это время рядом с тобой. Я закрываю глаза и представляю, что держу тебя за руку. И понимаю, что тебе могли быть понятны не все мои слова или действия. Но я знаю, что ты поддерживаешь меня. Ведь мы одинаково верим в Беларусь. Одинаково хотим вернуть себе наш дом. И мы оба сделаем все, чтобы наши дети росли в свободе и любви. И да, ты всегда жил в любви. Конечно, я говорю не про государство, оно только сдерживало тебя. Но ты всегда был окружен семьей, друзьями, сторонниками. Даже если ты порой не получаешь посланий или не чувствуешь поддержки, уверяю тебя, она есть. Ты все сделал правильно. И миллионы людей с 2020 года ощущают то же, что и ты. Тебе есть чем гордиться, ведь ты не потерял свой внутренний стержень. Ты не передумал, не отказался от своих убеждений, не бросил свою мечту. А значит, и я не передумаю, не откажусь и не брошу, потому что мечта у нас с тобой общая. Спасибо за все, что ты уже сделал ради этой мечты.
И дорогой, любимый Сергей, я знаю, что ты сделаешь еще очень много.